Здравствуйте, дорогие друзья, участники четвертого международного детского фестиваля кино и телевидения «Киносвет». И сегодня у нас начинается новый день, и сегодня нас ждут новые открытия, новые знакомства, новые обсуждения, новые просмотры. Надеюсь, что вы готовы, надеюсь, что вы в предвкушении, надеюсь, что вы запаслись ручкой, листочком, блокнотами и будете для себя что-то помечать. А вечером мы обязательно в чате обсудим с вами, что было полезного и важного для вас в этом дне. И сейчас нам предстоит продолжить общение с нашим замечательным мастером Геннадием Акименко, который продолжить обсуждать документальные фильмы. Мы вчера их смотрели, фильмы победителей, много чего было сказано, а сегодня мы уже непосредственно проведем мастер-класс, где, надеюсь, Гена практически поделится с нами какими-то шагами, каким-то своим важным пониманием и непосредственно не только своим опытом, но и своим таким человеческим чувством, как он чувствует кино, как он чувствует эту профессию. Гена, добрый день. Привет, привет всем, доброе утро, ребята дорогие, привет. Давайте, да, у нас сегодня не так много времени. Этим я занимаюсь фактически всю свою жизнь, да, и открытия до сих пор у меня происходят. Открытия в теоретическом даже смысле, в построении, в подходах и так далее, так далее. Так что говорить можно очень много, особенно с людьми, которые начали уже работать, которые имеют за плечами вот те фильмы, которые мы сегодня, там вчера уже смотрели. Поэтому нам есть о чем говорить, и мы уже сможем говорить на одном языке. Потому что когда-то вы садились перед чистым листом или садились вместе с вашими родителями, преподавателями и думали, как же нам начать. Вот это наиглавнейший вопрос. С чего начать? И как выбрать этого героя? И является ли он героем? Тут очень много есть вопросов, а, а, которые нужно решать до вступления в работу, до начала съемок. Потому что, может быть, да, с этого Да, начнем. давай тогда и начнем. Хочется, знаешь, хочется перед этим, перед тем, как мы конкретно погрузимся уже в мир документалистики, сначала немножко ближе тебя узнать. Если можешь, поделись, пожалуйста, а как ты выбрал это? Почему именно документальное кино? Почему вообще кино? Почему искусство? Вот с чего строился, М, начинался твой путь? И можно ли сказать, а, что ты уже пришел к чему-то, или ты еще продолжаешь идти? Ну, конечно, продолжаю это раз. А, это однозначно так. По поводу пути, у всех, безусловно, он разный. Я пришел в документалистику в то время, когда это как бы жанр считался отсталым или второстепенным. Понимаешь? Понимаете меня? Ну, это как бы негласно, но рейтинга у него никакого совершенно не было. И как бы мало кто хотел этим заниматься. И там в начало 90-х, когда я начал активно заниматься телевидением, точнее, с конца 80-х, начала 90-х, тогда были совершенно другие тенденции. Мы все хотели быть модными, мы учились снимать рекламу, мы учились снимать музыкальные клипы. Мы, как и все вы, обожали современную музыку. Я ее до сих пор обожаю. Ну, больше меня, конечно, привлекает та, которая мне нравится и нравилась в свое время, там, да, и так далее. Но вот он путь. То есть от человека эксцентричного по образованию, у меня мое первое образование это режиссура массовых представлений. Это вообще как бы далеко от кино. Просто в какой-то момент я сказал, что я хочу заниматься музыкальным видео, потому что я а, обожал видео, обожал музыку и музыкальные видео, то есть клипы и так далее. Оно и сейчас как бы этот жанр является потрясающе интересным. То есть когда ты мыслишь и музыкально, и концептуально, и эстетически там и так далее. И вот с этого поля я пришел потихонечку, во-первых, я начал заниматься телевидением, и начал профессионально работать в Останкино, там с 89 года, заниматься режиссурой телевизионной, которая обширная, очень интересная,
и так далее, так далее, так далее. Можно много об этом говорить. Но занимаясь этой профессией, как я уже вчера сказал, я так или иначе брал в архивах различные старые документальные фильмы. Я увидел огромную разницу между тем, что делаем мы на телевидении, и то, что сделано там. Это фильмы, там, ну, к примеру, там, допустим, 60-х, 70-х годов, которые сняты на кинопленку. А кинопленка, ну, такая разница в то время была, да и сейчас, в общем-то, она есть, между съемкой кадром, снятым на кинопленку и на видеоформат, но это как поэзия и проза. Понимаете? То есть а, кинопленка – это поэзия. Сразу кадр становится поэтичным. И вот документальные фильмы были сняты на пленку. Они были озвучены симфоническими оркестрами, профессиональными музыкантами, пианистами. За кадры читали великолепные чтецы и актеры. У всего это был качественный объем потрясающий. Я это заметил сразу на телевидении. И я заинтересовался этим вопросом и увидел, что настоящая правда жизни, она в документальном фильме. И вот это меня поразило навсегда. И сейчас я могу сказать, что правды, поиск сути, поиск истины через реальную жизнь – это фантастически интересно. Это интереснее даже, чем складывать какое-то художественное кино, во многом интереснее. Потому что Так, художественное кино – это другая технология. вот давай мы тогда об этом сразу и поговорим. Конечно, вот меня лично волнует. Задел киношника. Так, чем же художественно отличается от документалистики и чем документалистика лучше художественного? Поделись, пожалуйста, А, своим взглядом. Но я Ну, понимаю, я что мы думаю, все равно не что говорим критериями лучше или хуже, потому что у каждого, ну, свой вкус, свое предназначение. Но мне интересно, я-то знаю про художественное кино, мне теперь интересно конечно. узнать мир документального. Как тебе кажется, в чем отличие между этими двух направлений? Ну, отличие, если мы начнем складывать, что совпадает, а что отличается, мы понимаем, что есть драматургия у того и у другого. Значит, присутствие профессиональных актеров возможно в документальном кино? Сейчас возможно, потому что жанры начали проникать друг в друга. А документальные элементы с закадровым текстом, с какими-то документальными кадрами возможны в художественном кино? Возможно. Таких вариантов сколько угодно. Но, как я уже, наверное, говорил вчера, не знаю, художественное кино – это авторский замысел, прежде всего. И образ компонуется в сценарии. Самое главное в художественном кино – это сценарная работа. Есть сценарий, есть фильм. Даже плохой режиссер с трудом испортит хороший сценарий. Потому что сценарий – это определенный закон, это определенная структура и обозначение всех характеров и так далее. Поэтому, двигаясь четко по сценарию, все равно выйдет хороший фильм. Но художественный фильм – это художественный замысел. Там совершенно другие инструменты и другой подход, другое образование, другие приемы. Поэтому, ну, желая заниматься одним, ты можешь, конечно, заниматься и другим. Это понятное дело. Вот, у нас есть великий режиссер Эльдар Рязанов, который вообще-то закончил документалистику. А, Да? Выучился, конечно, он выучился на режиссера документального кино, а потом взял и снял абсолютно эксцентричную «Карнавальную ночь», которая Мгм. просто потрясла страну и стал вообще комедийным. Поэтому я бы, наверное, так сказал по этой теме, которую мы сейчас рассматриваем. А, Пробуйте себя. Тут надо, прежде всего, надо понимать, чтобы получалось, надо понимать законы. Вот пришел ты в кино, ты должен понимать, что здесь можно, а что нельзя при замысле, например. Мгм. Как вот при съемке, как устроить кадр, что возможно актеру делать, а что никак невозможно и так далее. Касательно документального кино, здесь самое главное – это информационный повод.
который пришел, это понятие пришло, собственно, из журналистики, из телевидения. Потому что информационный повод – это социально значимое явление, которое интересует общество. Какой-то значимый факт, который мы рассматриваем. Но вот рассматриваем мы его с точки зрения телевидения и документального фильма по-разному. Вот тут начинается еще одна разность. Я не знаю, понятно ли я говорю, ребята, потому как... Ну вот мы с тобой, безусловно, должны сегодня более детально раскрыть, что такое информационный повод. Вот правильно ли я тебя понял, что художественное кино – это режиссерский замысел, у него есть сценарий, и даже если эта история основана на реальных событиях, все равно она записана подробно, там все выстроено, там уже есть развитие, завязка, кульминация, главная сцена, там все уже простроено. И, ну, есть, конечно, доля импровизации в любом случае. Во время съемок что-то меняется, и во время монтажа что-то меняется. Но хотим или нет, структура, она уже ясна, она на бумаге. Она В прописана, документальном, да, конечно. и изначально, получается, есть некая идея, которой вдохновился автор, написав сценарий, потом вдохновился режиссер и в этом. То есть ими движет вот эта вот идея, смысл, ради чего, для чего они снимают этот Это фильм. называется воля автора, Воля воля автора. Такое создателя. новое Мгм. понятие замечательно у нас сегодня прояснилось. А документальное кино, оно основывается, получается, на изначально перед идеей идет информационный повод. То есть это некое событие, да, или такая, Либо событие, либо нечто интересующее общество. Ну, например, а, а, всякое было, какая-нибудь семья ушла от цивилизации, жить в тайгу и прожили там 20 лет. Интересно? Интересно. Вопросов к ним возникает? Возникает. Как да. они там жили и живут? Это интересно? Интересно. Но они актеры? Нет. Как они себя в кадре поведут, мы знаем? Нет. То есть в документалистике, если художественный фильм, он просчитывается полностью от начала до конца. Я знаю количество эпизодов, я знаю, как и где они должны быть М. сняты. У меня нарисована раскадровка каждого эпизода. Я знаю приблизительно их длительность, плюс-минус там, да, несколько там секунд, может быть, даже, или там пару минут. В документалистике мы не можем выстроить этой конструкции. То То есть есть, тут получается, автор даже до конца не знает, что у него получится в конечном результате. по, больш... До по финального большому монтажа счету он сам в предвкушении того, что он делает. это вот в том-то правильно, Володя. И вот в этом и потрясающая магия работы в документалистике. Когда ты, а, ну мы не говорим о том, что мы вообще пустые едем, у нас же должен быть какой-то Конечно. план. Идея-то в любом Понимаете? случае рождается, ведь так? Конечно. У нас есть идея, у нас вот есть какие-то люди, которые где-то там живут, понимаешь? Но существует понятие драматургической конструкции. Так, интересно, это новое Вообще для нас еще всего. сегодняшнее написание. Драматургическая конструкция. Что это? И, ребята, вы берите ручки и, пожалуйста, пишите эти вещи, потому что это тот фундамент, с которого вы начнете развиваться очень, думаю, что хорошо. Драматургическая конструкция есть во всем, что касается некого изложения. Анекдот, например, это потрясающая, короткая, эксцентричная драматургическая конструкция, в которой есть обязательно все. Есть завязка, есть Мгм. развитие, есть поворотное событие, есть трюк, неожиданный поворот мысли твоей, да, и финал – это твой смех, если анекдот хороший. Потому что там очень четко все в анекдоте, и это короткая форма. И заметьте, есть люди, которые умеют анекдоты рассказывать, а есть люди, которые не умеют анекдоты. Они суть понимают, но слова подбирают какие попало. Донести не могут, да, Они правильно. не могут донести юмора, потому что из анекдота, хорошего анекдота, невозможно даже слово местами поменять. Если ты меняешь слово, он теряет свой юмористический запал. Понимаете? Вот вам простая штука, кажется анекдот, а там вполне сидит драматургическая конструкция. И касательно документального фильма, вы же должны что-то написать себе, что, зачем я снимаю, и чем я удивлю народ?
А чем я буду удивлять? Надо ведь еще и кадр построить так, чтобы было за ним интересно смотреть. Если я тупо приду на поляну и буду видеть, как они там живут, это одна съемка. А я ведь документальное кино. А как делает документальное кино? Я уже говорил вчера. Двумя основными методами. Методами организации событий и методом наблюдения, подглядыванием. То есть мы можем вести часть съемки, значит, где-то как-то из-за кустов, где-то как-то из-за листьев. Мы должны сделать форму, что мы за этими людьми как бы подглядываем, как они живут, как они разводят там свои печи, идут за грибами, не знаю, как они готовят, как они лечатся. То есть это метод съемки, как будто бы наблюдения. Нам нужно будет с ними поговорить, мы будем с ними говорить. Но вряд ли нам нужно их будет посадить на стул, М. То есть чтобы они получается, сидели. Ген, Ага, если я давай. правильно понял, то есть получается, что организация, метод организации — это когда мы выходим с ними в контакт, в диалог, например, да, мы задали им какой-то вопрос, они его рассказывают, то есть мы выстроили кадр для этого. А метод наблюдения, вот этот вот подглядывание, это когда мы как бы со стороны смотрим на их жизнь, что там Да, происходит, правильно? ну, безусловно, Ну, если безусловно. практически перейти к этим методам, то вот так они выглядят, так? Метод, знаешь что, метод организации, он скорее будет более доступно его объяснить таким образом. Если событие уже, ну, как бы произошло, а ты идешь по следам этого события, А, то ты можешь, это первое, да, то есть это скорее метод организации реконструкции событий. Это как бы еще одна ветвь, да. А, но метод организации, это можно организовать события. То есть мы вчера смотрели о волонтерах. да. Да? Значит, а, какое там может быть событие? Например, событие это мы привозим бабушку в новую квартиру. Мы можем это снимать, а можем не снимать. Но мы решили это снимать. Значит, мы организовываем это событие. Значит, мы делаем, что не просто бабушка там оказалась, а бабушка, она приближается, она приехала, ее ведут. Она, сколько здесь уже слагаемых к съемке. Ее эмоции, ее первый взгляд на тот дом, который она узнать не может, потому что он реконструирован. И это все эмоции. А мы ведь идем за эмоциями. Тут будет разговор между телевидением и документалистикой, можем сейчас немножко перепрыгнуть. Потому что этот эпизод на телевидении будет снят по-другому. Он будет снят информативно. Вот она бабушка. Будет закадровый текст, что бабушку такую-то привезли, и вот она увидела, да, она очень восхитилась, но потом она сказала нам, и она уже сидит в комнате, да, Мгм. что мы тут не увидели? А мы Ну, не увидели, как бабушка жизни, мы сошла не с увидели жизни, машины, получается. мы не увидели жизни, мы не увидели документального понимания, а документальное это ее состояние героя. И М. вот она вышла, как она смотрит, и вот на это на телевидении скажут, да что она тут будет смотреть? Некогда нам, потому что телевидение скоростное, потому что в телевидении темп, и он задан общим эфиром, в котором вставлен ваш материал. И мы там не можем рассиживаться. Такой есть у нас сленг такой, рассиживаться, то есть терять время. Понимаешь, поэтому на эту бабушкину эмоцию мы время тратить не будем. А вот в документальном фильме вы своим сердцем должны почувствовать, что показать зрителю, чтобы он сидел и не шелохнулся просто на своем месте, глядя на экран. Понимаете? И вот тут мы должны выбрать оператора, который вместе с вами также мыслит, который может поймать то незримое, что в конечном итоге станет вообще а, изюминой вашего фильма. Когда слезы наворачивают, вот добиться, запишите, самого главного, эмоциональной глубины того, что вы делаете в документалистике. Но вы приехали на съемку, и вы еще не знаете, где эта глубина. Да? Потому как вы могли спланировать, что вот то-то, то-то, то-то может происходить. И вот в вашем структурном плане вы можете писать
там, да, но что, зачем, какой эпизод вы построите и как вы будете, каким образом вы будете это выстраивать. Тут мы говорим опять о драматургической конструкции, что же она из себя представляет. Сейчас я вам покажу очень простую, сегодня придумал. Ген, можно пока сейчас драматургическая конструкция у меня отдельно выписана, мы к ней вернемся. Я помню твою заготовку замечательную. Я Вот говорю, здесь сейчас вопрос от Натальи пришел, чтобы мы прям окончательно давай. разобрались в этом. Правильно ли я понимаю, пишет Наталья, документалистика направлена на передачу эмоций, а телевидение фокусирует внимание на передачу действия. Ну, так можно сказать. Действие, информатика. Телевидение — это Информация. средство массовой информации. Мгм. Естественно, там присутствует все, конечно, и эмоции присутствуют, и действия присутствуют, но оно упаковано по-другому, оно подано по-другому, на скоростях. Потому что эмоционально можно ли? Да, но я воздействую на вас через слово, а вы в документалистике должны воздействовать через образ еще. То есть можно и так сказать. Телевидение, оно как бы рассказывает нам, что мы Конечно, сейчас должны чувствовать и что сейчас происходит в кадре. А документалистика дает нам возможности проживать. Это как в картинной галерее, когда ты приходишь, там абсолютно, тебе никто ничего не говорит, ты просто смотришь на картину, да. и ты чувствуешь все, что происходило с автором, что происходило с этими героями, там, например, да, вот картина Иван Васильевич убивает своего сына. Вот я когда первый раз пришел в Третьяковскую галерею, я не мог глаза отвести от глаз Грозного. Там Мгм, такая вообще, мгм, я думаю, как это возможно? мгм. Да, Вот. А совершенно мне верно. никто ничего не пишет рядом, что вот это было. Я даже историю в тот момент не знал, как это произошло. То есть вот это документалистика, правильно? Хорошая документалистика настоящая, там сталкиваются, там все через монологи людей, через Через диалоги, может выступление быть. Но получается, да? представьте себе, нету никакого, вот я сколько раз я видел, сейчас не могу точно, не успел, наверное, подобрать точный пример. Но вот один даже фильм, казалось бы, да, об истории рок-музыки, например. А, ну, хотел, вот другой возьмет вот у нас, например, на телевидении, и сразу начнет, что это случилось там-то, там-то, а это. Там взята куча интервью у статусных людей, музыкантов, но ни слова за кадром, ни слова. То есть в какой-то момент а, текст говорящего в кадре героя, да, спикера, как у нас принято называть на телевидении, да, речь спикера превращается в закадр, то есть ее перекрывают сверху там элементами концертов, какого-то действия там и так далее. Но это все разговоры от первых лиц, которые свидетельствовали там о каком-то событии. Это потрясающе. Но это выклеено, весь разговор, он выклеен из интервью. Вот это очень хороший шаг в документалистике. Ты этому веришь. Документалистика о правде, о поиске истинных вещей. Вот это очень и о жизни. То есть вы, если художественное кино черпает сначала сценарий, а потом правильно выбранные актеры, то здесь ты черпаешь жизнь, и ты это воспитывать, это могут люди делать хорошо, которые очень внимательно эту жизнь рассматривают самого, самой своей юности, понимаете, задавая себе вопросы, почему так, а не это, почему тот, а не этот человек, почему это считается низменным, а это возвышенным, а зачем нам это возвышенное и низменное, понимаете, тут на каждом шагу миллион вопросов, которые художественное кино тоже себе задаст, но оно ограничено своими рамками построения художественного образа, который, может быть, не позволит более фактурно, так как это может сделать документальное кино, сняв живую фактуру. Вот сейчас вот фильм, который я хотел вам кусочек показать, у нас время исчезает просто потрясающе. А, Документалист, Володя, ты спрашивал меня о том, вот какие бы фильмы. Я очарован работой одного человека, Дмитрия Чернецова, давно уже. К сожалению, с ним так и не удалось познакомиться и встретиться никак почему-то. Ну, жизнь не свела, а там я не проявил, наверное. Наверное, нужно это сделать. Потому что я его работы считаю просто удивительными, правильными, профессиональными, настоящей документалистикой. Вот. Сегодня вот там я два отрывка приготовил, не знаю, может быть позже об этом, но там фильм начинается, во-первых, с хороших
кадров настоящих, которые затягивают, я уже сегодня начал говорить об этом, да, вот про церкви, как снимают, например, тему. Фильм называется «Дионисий», живописца, который писал иконы, прославился и так далее, и так далее. К нему до сих пор ходят люди. А, Вот как там снято, как снята старина, какая идет панорама по выцвевшим бревнам, из которых созданы ворота, по кованым с гвоздям. Понимаете, ты сразу ныряешь в некую Покажешь нам? атмосферу. А? Ну, Покажешь? наверное, мне хочется столько рассказать и перепрыгнуть на драматургию. Ну, давайте, чтобы разбавить разговор, я Давай, сейчас покажи нам все-таки... фильм, Так, я потом должен вспомнить, как мне вылезти, как мне вам перевести вот этот в экран сюда. Подожди. А, да, рядом сообщений у тебя два этих штучки, два квадратика. вот он, да, сейчас я один момент. А что он нам сейчас покажет? Он показывает мне демонстрацию, всего демонстрацию, Все, непонятно. появилось. Так, вот Дионисий появился. Видят его, ребята видят его? Нет, сейчас ребята, Коля делает, чтобы ребята тоже увидели. Давайте Вот, увидим. все, Давайте, давай. меня сейчас все слышат, да? Да, тебя слышат и видно твой экран. Вот мы увидим, как тонко снято все, какая работа с музыкой, насколько она вместе с кадром нас погружает в образ, в поэзию вообще сказанного. И как мы заходим вообще на фильм. Сейчас ставится вопрос, идет завязка, это потом мы обсудим по драматургической конструкции, Мгм. идет название и покатилось. Поехали. Сейчас. Вот атмосферные кадры. Это кадры, поверьте, шикарные. Гена, звук есть? У меня есть. А у них нету, что ли, у ребят? Пишут, что нету звука. Сейчас И я посмотрим. не слышу. Ага. Вот. Сейчас есть? М-м. А, Что-то не задалось. Ну давай тогда посмотрим картину. Посмотри. Да, вот, например, фотография. Вы понимаете? Это гениальная фотография. В кино называется вот опорный план фотография. То есть там это панорама и вот это кадр. Он гениальный. Это картина. И картина переходит в картину. От одного к другому. Голос не слышен? Нет. Ну все, давайте тогда остановимся, потому что это какая-то... Так нельзя. У меня Но звук мы... на всю, у меня звук на всю, но, к сожалению, не получается. Причем А, тебя мы слышим хорошо, а звука нет. Ну, ладно. Ладно, А, я его... ладно. по крайней мере, мы теперь поняли, что будем смотреть в перерыве между Я нашими... думаю, что... Да, вы посмотрите этот фильм «Дионисий», и запишите Дмитрий Чернецов. Вот тот, кто решит себя посвятить серьезной документалистике, отправляйтесь к этому человеку. Я не знаю, где его искать, но желающий найдет. Вот. Я не знаю, преподает ли он, но это мастер, у которого следует учиться документалистике реально просто, не отходить от него. Так, давайте пройдем момент, что, какой, Володя, есть Да, драматургической давай сейчас конструкции. коротко подведем, что мы уже услышали. Да? Значит, мы услышали, что художественное кино – авторский замысел, документальное кино – это событие, информационный повод. И люди, занимающие документалистикой, они до конца, авторы, не знают, как это все проявится. То есть есть доля такой самого личного интереса, да, что же получится из этого замысела.
Вот, потом мы говорили, что в документалистике существует 2 метода. Это метод организации и метод наблюдения. Правильно я понимаю, Ген, вот если коротко можешь ответить, то эти методы, они не противоречат друг другу, а наоборот дополняют друг друга. То есть в одной Конечно. работе мы их переплетаем между собой. Это два основных метода, понимаешь, понимаете все, ребятки. Два основных, потому что документалистика, ты ставишь, стараешься делать весь, как это сказать, ткань фильма из ощущения, что ты наблюдаешь за событием. Все. Вот что бы там ни происходило, даже если ты снимаешь реконструкцию, это разные вещи. Снимать эпизод художественного фильма и снимать реконструированный эпизод. Потому что ты его снимаешь, как будто ты из-за угла его подсматриваешь. Ну, это я образно говорю, из-за угла. Может быть, не из-за угла, но ты видишь героев, которые тебя не видят. Они в камеру, они, естественно, не смотрят, они на тебя внимание. Тебя нету. Вот это самое главное. Почему? Как снимается хорошая документалистика? Это что такое вжиться в кадр? А, это приходит, вот снимается там о детском доме, к примеру, да, или о детском саде. Если ты придешь туда, камеру поставишь, они тебя облепят и будут вокруг тебя стоять 10 минут. Если ты начнешь сразу снимать, ты ничего не получишь. Но когда они все о тебе забудут и начнут заниматься все своими делами, а ты уже снимаешь как хочешь, вот тут будьте любезны. Ты Мгм. тут снимешь такое, ты подглядываешь, они не знают, что ты снимаешь. Как и животные тоже. До тех пор, пока они тебя боятся, пока они сторонятся камеры, они никогда не подают, они будут себя вести по-другому. А здесь ты получишь естественное поведение. Вот отличие тебя от кино. Там актер работает по своему образованию, да, и воссоздает образ героя. А здесь ты должен получить этот образ правдой, увидеть его естественное поведение. Если ты пришел снимать и говоришь, так, вот ты сейчас будешь, ты оттуда придешь, а ты сюда вот это сделаешь, все, То есть это получается, неестественно. Ген, то есть получается вот образ, это же самое главное. Любое событие строится все равно на герое, на каком-то. Есть герои, которые в центре повествования, либо герои, которые описывают то событие, о котором ты рассказываешь как автор, правильно? И важно, если в художественном кино мы можем заранее выстроить этот образ и потом там на репетициях с актерами его отшлифовать, то в документальном кино ты должен его составить. То есть ты Конечно. должен Потом у набрать тебя, такое количество материала про этих персонажей, про этого героя, в своем фильме документальном, чтобы потом на, монтажном столе его правильно составить, выстроить. Так? да, еще есть такой вопрос при подготовке к документалке. А герой, которого ты выбрал, вообще является героем? Он соответствует его статус, его объем, его деяний, его личности и вообще мыслей и идей, которые возникают при контакте с ним, они являются, а, как это сказать, достаточным для того, чтобы это стало документальным фактом. И Вот вот здесь это, мы тогда подойдем к вопросу, Ген, а с чего начинается работа над документальным фильмом? Вот можешь ты рассказать и через это выйти на драматургическую конструкцию? То есть вот последовательно, что ты как автор, с чего ты начинаешь, и потом как ты идешь, ну и, ну, соответственно, прежде всего нужно понимать, а что за событие. А что за герой? С чем это связано? И что ты, собственно, и интересен ли вообще тебе самому этот герой? то есть это и есть информационный повод, да, то есть ты Информационный изучаешь. повод. Нет, ты можешь так сделать, что тебе безумно, как это частая ошибка всех начинающих. Мой друг или там какое-то событие, оно мне очень интересно. Но это событие а, не является общественно значимым или интересным событием, оно не объединяет в себе то, что может привлечь большое количество внимания зрителей. Нету этого, понимаете? То есть это местечковый материал, который сделан для школы, в лучшем случае для района, для кабельного телевидения. Но масштаб героя, он не может, или масштаб, давай так скажем, не героя, а события, о котором ты хочешь рассказать, оно должно интересовать общество. Вот сегодня кто может интересовать все общество? Навскидку кто-нибудь, ну жаль, что я не могу, этих глаз не вижу и не слышу.
Но я отвечу за вас, ребята. Ну, вот смотри, у нас спрашивают, это получается социально значимое событие? Конечно, конечно, обязательно. То есть прежде всего желательно. Вы скажете, а если а, незначимое событие, вот семья ушла там и там где-то живет. Может быть, может быть. Но тогда вы должны сконструировать из этого, быть очень опытным и сконструировать из этого конструкцию, которую будут смотреть, которая будет интересна зрителям, в котором будет а, все каноны драматургической конструкции, то есть завязка, развитие, кульминация, поворотное событие и финал заключения. И самое главное, что есть во всем, есть понятие столкновения, конфликта, противоречия. Если вас пугает слово конфликт, пусть будет противоречие. Но конфликт – это движущая сила любого рассказа. Поэтому, если вы, если мы делаем кино, вот вчера мы смотрели много документальных фильмов. Вот был про руководителя Мгм. организации слепых там и так далее, и так далее. В чем там может быть конфликт? Он обязательно должен быть. Между Да, чем и напомню, фильм чем? назывался «Хочу и буду», видеостудия «Сами». Хочу и буду. Значит, судя по названию, это конфликт внутренний, потому что есть разные категории конфликтов. Это внутренний конфликт личности, наверное, самим собой. То есть я должен превозмочь себя. И вы, когда вы знаете о том, что у вас в драматургической конструкции обязательно должен быть конфликтная или противоречивые тематика или события, вот тогда вы должны пустить его по этой цепочке, ваш рассказ. То есть он должен вам сказать, что я как бы то делал, но я не знал, что мне не удастся никогда. И мне сказали, слушай, тебе никогда не удастся это сделать. Кто-то ему сказал. И тогда я сказал себе, я все-таки преодолею. Вот этот вот узелок, который я сейчас рассказываю, это есть некое столкновение. Пусть оно не ярко выраженное, но это понимание конфликта, ощущение конфликта. Ему нужно его преодолеть. Как? Вы начинаете вместе с ним рассказывать как. Вот тогда зрителю становится интересно. А без этого становится, ну вот, Вася проснулся, Вася пошел на рыбалку, Вася поймал рыбку, Вася ее пожарил, Вася ее съел, лег спать и заснул. Это что? Это просто рассказ про Васю, который прожил свой день. Я сейчас Некое не про этот фильм. повествование, да, такое. Это, да, Да. это бесхребетное повествование, которое, в принципе, никому не нужно. Вот. К сожалению, потому что нам так хочется иногда рассказать о чем-то нам близком, и нам кажется, что это нас настолько беспокоит, что это всех должно беспокоить. А когда ты сделал, и зрителей нет, ты вдруг понимаешь, что это беспокоит только тебя. Вот тут нужно понимание своей гражданской позиции. Здесь нужно очень многие вещи как бы пройти. Давайте запишем. Время очень мало, ребята. Я сейчас хочу тезисно пройти. Хочу вам, чтобы вы Давай. записали, взяли свои бумаги и записали формулу очень важную. Я сейчас просто подошел к тому, о свойствах личности, которое делает кино. То есть мы сейчас будем говорить о герое, о центральном, Нет, я хочу дать ребятам совет, как им подходить. А героя мы сейчас продолжим. Я просто боюсь, хорошо, что я этого не скажу. Значит, давай. кто вы такой должны быть, дорогой мой кинематографист, документалист или киношник? Что вы за личность? Личность вы очень высокого качества. Это те люди, которые делают концепции, смысловые концепции, фильмы, документальные, художественные, это мыслители. Вы понимаете? И вот возьмите ручку и пишите. Образованный. Плюс. Эрудиция. Плюс. Чувство вкуса и эстетики. Плюс. Владение профессией. Плюс. Воля творческого человека.
Сейчас мы не будем это... равняется личность высокого качества. Вот это то, к чему нам всем, и мне, и вам, я это точно знаю, нужно стремиться, чтобы делать хорошее кино. Это я вам сейчас сказал, чтобы вы не забыли. Над тем, что там написано, вы время от времени смотрите, будете соизмерять себя вот с этими вот вещами, насколько вы Можно я поделюсь образованы. своим впечатлением от этой формулы? Потому что мне кажется, что эта формула не только людей, занимающихся документалистикой, это вообще формула людей, которые занимаются ну, вот этой проповедью через кинематографию, да, через масс-медиа. То есть это Однозначно. про ту личную ответственность, про которую мы говорим. Да? Личность высокого качества. Вчера Дина Корзун про это рассказывала, то, как она поняла, что я когда поняла, что люди на меня смотрят, они берут с меня пример, на меня сразу возлагло это, ну, ответственность. Значит, я должна работать над своими качествами. Она говорит, я должна работать над собой, над своим там смирением, принятием. И вот то, что ты говоришь, вот эту формулу мыслителя, я ее прям так и записал. Образование, Формула. эрудиция, чувство вкуса, образование. То есть мы понимаем, что мы должны работать над собой, мы должны учиться у мастеров, мы должны искать этого учителя, который нам передаст знания. Эрудиция– это творчество, ведь так? Это Это да, да, способность видеть мир по-другому, быстро реагировать на проявления. Чувство вкуса, эстетики, опять же, это тоже про работу над собой. Это то, что меня окружает. конечно. Если В я отношении к миру. нахожусь в лопухах, да, то я и буду осознавать этот мир как лопухи. Но если я нахожусь в рассаднике цветов, то у меня и мир окружается по-другому, и вкус Да, другой. вокруг себя нужно навести очень большой порядок. Нужно жить по-другому. Да. Дальше плюс владение профессией. То есть это опять же, это как Дмитрий нам говорил, оператор должен ежедневно снимать минимум 50-100 кадров. То есть это постоянная работа над своими профессиональными качествами. Я В этом овладеваю. нужно жить. Нужно жить. И без владения профессией и ремеслом нечего лезть в художественное кино, например. Да. И еще одно качество, которое ты сказал в этой формуле составляющей, воля, творчество человека. Вот можешь его раскрыть, пожалуйста, что это? Обязательно раскрою, потому что а, думаю, что я очень многого не сделал в своей жизни в творческом смысле, потому что у меня просто не хватило воли, а, какой-то внутренней силы продвинуть свои идеи продвинуть в обществе, в своем окружении, в этой продюсерской среде. Фактически не спродюсировать свою идею, а просто проглотить. А если она у вас есть, и если эта идея, ведущая к свету других, а это очень важно, осмыслил сам, веди другого за собой. Если ты осмыслил вот это позитивное понимание мира, вот через это все. То, что я обозначил, и образование, и так далее. Без высокого образования в художественном кино делать нечего. И в документальном, естественно, тоже. Потому что а, осмыслить, в художественном особенно, осмыслить а, высокую мораль в любом случае, высокую мораль, о котором должно говориться в кино, через которое проходит любой сценарий. Особенно это, если это серьезная работа. Не тру-ля-ля, тысь-дысь-бись, из пистолета убежали все. Об этом вообще говорить нечего. Это и собаки будут снимать скоро такие фильмы, роботы будут там эти фильмы будут делать. Это опять собаки обозначились. Роботы будут скоро фильмы лепить, вот эти. Я хочу Вот попросить тебя разрешения цитировать эту формулу от твоего имени, потому что ну, для меня это целую лекцию можно проводить в сети абсолютно. по этой формуле, раскрывая каждое это качество. Спасибо. Конечно, конечно, да, это будет достояние киносвета, потому что я придумал эту формулу, готовясь к нашей встрече, Здорово. вообще-то. Вот, Спасибо. поэтому киносвет имеет полное право распоряжаться этой историей. Я знаю, что у Вот. тебя есть еще одна такая наглядная подсказка для нас, которая, ну, как мне кажется, даст возможность более, ну, так вот, напримерно увидеть, что из себя представляет драматургическая конструкция. Ну, я вам скажу, что все. Давайте, так, с чего? Хорошо, наглядно, это очень просто. У меня есть чуть сложнее, но вот я вам сейчас покажу рисунок, который вы, наверное, должны все увидеть. Видно ли?
Повыше чуть-чуть, повыше. Вот так. Это Вот. рыба. Это рыба. Можете нарисовать себе рыбу, а у нее на горбушке флажок. А половинку мы возьмем и вот так вот уберем. И у нас фактически с вами получится некий график. Повыше, Ген. Нарисуйте себе рыбу вот такую, с глазом, с ртом, с Ген, хвостом. можно выше? Ага. И пополам ее вот так разделите. Вот. Я как бы частенько для себя вспоминаю, рыбу я тоже сегодня придумал. Вот. Я частенько вспоминаю эту рыбу, то есть я ее сегодня нарисовал. Обычно я себе представляю эту конструкцию именно так. У рыбы есть начало, голова, у нее есть вот эта горбушка с флажком, вы себе, наверное, тоже нарисовали. У нее есть потом утончение тела к хвосту, и потом опять у нас есть хвост. Вот это очень показывает вот драматургическую конструкцию, в которой есть обязательная завязка, то есть Вот это покажи нам на факт. рисунке, пожалуйста, как ты мне показывал, чтобы Мне мы вот сейчас наглядно мне увидели. трудно будет, наверное, на рисунке показать. Я его не вижу, понимаете? Вот так, сложи пополам, пополам сложи сейчас. Ну Вот, хорошо. так мы его Да. видим. Вот. Ну это голова. И я хочу, чтобы ребята нарисовали тоже себе. Голова, завязка, информационный повод. Вот где глаз, голова, это самое главное, с чего мы начнем отталкиваться. Здесь задается главный вопрос, на который мы должны будем ответить. А потом у нас начинается, вот мы поднимаемся по этой горбушке к хвосту, к вершине этого графика. Да, то есть здесь мы говорим и ведем все это к конфликту и его разрешению, то есть и кульминационной части. Сейчас я Мгм. расскажу, что это такое, пока вы это. Потом идет развитие послесловия после этого конфликта, и дальше как бы конец. И здесь мы ставим точку, это опять высоко, это эмоционально высоко, где мы возвращаемся тоже к определенной степени, вот, как это сказать, ставим точку смысловую в нашем рассказе, которая касается вот этого вот верха, вот этого вот. Сейчас, если это не очень понятно, я вам сейчас рассказываю историю, которую мы быстро разбираем. У нас, ребятки, 15 минут есть, к сожалению. Мне нужно вас сегодня чуть раньше покинуть. Потом, если будет желание, мы с вами еще можем встретиться. Володя, если организует, может Мгм. организовать Киносвет эту встречу, мы с вами поговорим. Значит, смотрите, берем простую историю. На ней тоже можно, кстати, Володь, можно ее черкнуть для себя, и на ней очень много можно рассказывать. Построение. А, История. А, Два мальчика собирали грибы. Они из соседних поселков. Они вышли на поляну с грибами. Один с одного конца, другой с другого. Они начали собирать грибы. В конечном итоге они приблизились. Они в конце концов поссорились и начали драться. Когда они начали кататься по полянке, они в конце концов, что такое еще? Они свалились, сейчас, секунду, кто тут влез-то еще? Так, полянка. Да, они Да. свалились в яму, в охотничью. В яме они подружились, и только после этого выбрались на улицу. Вместе смогли выбраться из ямы и остались друзьями. Где здесь драматургическая конструкция спряталась? У нас, А, да, начнем сначала, да? То есть сначала это некая заявка. Да, мы видим двух парней. идет завязка, идет завязка. Один парень собирает грибы, другой парень собирает грибы. Мы видим, один нашел, другой нашел. Они еще не вместе. Потом, спокойно, потом в конечном итоге они выходят на одну поляну. Они собирают эти грибы. То есть это идет, сначала была интрига, ребята собирают грибы. Завязка — это когда они выходят на одно поле, и мы понимаем, что они должны в конце концов столкнуться. Вот. Они собирают, они переглядывались, они косились. Пятое, десятое. Один потом сказал, это мой гриб, а другой сказал, это мой гриб. Мгм. Они сцепились. Конфликт. Конфликт реальный, прямой, физическое столкновение. Вот. Хотя конфликты бывают и интеллектуальные, как вы понимаете, да, на разных почвах. О конфликтах вообще отдельная как бы история. Вот. Конфликт.
они упали в яму. Далее, яма — это поворотное событие, которое из конфликта привело их к дружбе. Понимаете, да? То есть конфликт, казалось бы, подрались, как дальше мы будем решать конфликт? Они дерутся, ветер налетел, тучи налетели, гром, мы усилили образ этого эпизода, гром, пошел дождь, они начали, покатились, сцепившись, и начали мять с собой все эти грибы, это тоже нужно показать, это образ, если на то пошло. Если ты просто информационный сюжет делаешь, то вот они покатились и труляля, и за кадром ты можешь сказать, а если ты кино снимаешь, тогда ты показываешь, как они с собою эти грибы, вместо того, чтобы их собрать и положить их в корзинки себе целыми, из-за драки они их все передавили. Это первый момент как бы эмоциональный. А уж потом идет поворотное событие. Они падают в яму. И здесь им ничего не остается, как только подружиться, чтобы выбраться из нее. Вы понимаете, какая простая история, с какой глубинной сутью на самом деле. И наша задача, как авторов, вот в этот момент основного события, показать, что с ними происходит. Когда каждый из них вдруг начинает понимать, чтобы мне вылезти отсюда, мне нужно с ним войти в контакт, мне нужно с ним сейчас подружиться. Ведь это не просто попали в яму, ой, давай теперь дружить. Ведь не про это же, Да, правда? конечно, Это же конечно. каждый должен Если пройти через что-то, переступить вот, что-то внутри вот, себя, чтобы протянуть ему руку и сказать, слушай, там, у извини, да, нас, что я вот на тебя да, у набросил. нас герои меняются. И это самое Изменения. главное. Мы сейчас перекочевали. Вот этот вот отрывок мы можем в дальнейшем как бы рассматривать его с нескольких точек зрения, нескольких форматов. Телевизионного, документального и это же мог быть такой документальный факт? Мог. Два парня, два друга едут там на чем-нибудь куда-нибудь или плывут на лодке и рассказывают историю. Мы видим, как они плывут и как мы стали друзьями. А вот как мы стали друзьями. Как бы был обычный летний день. Здесь, пожалуйста, может быть и реконструкция, пожалуйста, но она будет снята по-другому. Сейчас Володя сказал о том, как они сидели в яме, и вот момент того, и осознание, что они теперь должны дружить, вот это киноматериал, это не телематериал. Потому что телевизионный материал, там словами скажут, что ребята попали в яму, там они подружились, а потом МЧСовцы, которые их искали 2 дня, нашли их уже, когда они выбрались. Вот тебе и интересно, ну, в принципе, интересно. Быстро-быстро. В чем разница? Мы не жили с ними в этой яме. Мы эмоционально, лично я ничего не пережил. Я получил информацию, два балбеса дрались, свалились в яму, их искали, не нашли, но они потом все-таки выбрались. О том, что морально произошло, интеллектуально в их головах, об этом ничего не сказано. Потому что кино, оно будет воссоздавать полностью эти образы. Они будут сидеть мокрые, они будут переглядываться, они будут еще пытаться враждовать в этой яме. Документалистика будет рассказывать, у них будет интервью, конечно, они будут говорить, что да, я подумал, знаете, наверное, этот парень не так уж плох, и может быть зря, конечно, я на него напал. Второй будет говорить, да, и я тоже там т, а в это время мы будем видеть реконструкцию. Вот это метод документалистики современный. Вот на этом примере можно много рассказывать. Я заболтал вас, наверное. Слушай, ты мне сегодня подарил 3 вещи. Да, ты мне подарил сегодня формулу личности высокого качества, которая это вообще Да. человеческая формула. То есть тут безважно, какой профессия. Наталья также написала в комментариях, что и педагоги должны этому тоже соответствовать, вот этой внутренним качествам. Потом ты подарил мне рыбу. Рыба, Люблю, когда на нее с точки зрения. Знаешь, в сценарии говорят, надо сначала написать рыбу. да, И вот да, да. сегодня у меня этот термин
То есть, как бы краткое изложение той идеи, которую ты хочешь воспроизвести. Но сегодня она наконец-то у меня визуализировалась, что почему рыба-то? Да вот почему. Потому что все есть. Есть голова, есть плавник, есть хвост. Наталья, вы спрашивали, что сейчас вопрос был, сразу постараемся. Хвост — это шлейф события. Если я правильно Да, понял, Гена, поправь меня, хвост — это финал. И мы вчера как раз говорили, что финал, он не может как бы идти вниз. Позавчера идею, когда мы обсуждали, а финал, он заставляет еще зрителя, кон- он почему, вот конечно, почему хвост конечно. наверх? Потому что фильм Это, закончится, но размышления зрителя не должны закончиться. конечно, это эпилог и лучше всего, чтобы этот эпилог был с счастливым концом, безусловно, или с надеждой хотя бы, То, что понимаете? будет давать возможность зрителю дальше продолжать жить в этом, Да, 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 размышлять, да, анализировать. однозначно, поэтому хвост рыбы, поэтому хвост, да, поэтому рыба. Потому что если Классно. бы не было хвоста, то это была бы уже не рыба, а какая-нибудь лягушка. Ну, историю двух балбесов с грибами, я думаю, тоже каждый для себя может сейчас записать, для того, чтобы возвращаться. И на эту историю, ее как калька, ее можно, на нее вот свои истории просто можно накладывать, да, вот в этом построении в Ну, по драматургии. крайней мере, да, по крайней мере, хорошо понять уже, как выглядит драматургическая конструкция. Она здесь больше может быть, ну, она в любом случае, но это история. Понимаете, то есть в следующих встречах мы можем поговорить о том, что истории как таковой нету, а есть факт, я вам сейчас, мы не договорили, какой факт на сегодняшний день поражает вообще всех, все человечество. Пандемия, безусловно, Да, каждый. ребята писали, что эпидемия — это то, что сейчас, безусловно, в умах каждого человека. Да, так вот, эпидемия в умах каждого человека. И что же можно сделать об эпидемии? Сколько идей вот креативных, конструктивных и смысловых конструкций можно сделать о пандемии? Об одиночестве? Пожалуйста. О медицине? Пожалуйста. О единении и разъединении народов? Пожалуйста. О Об, том, о, что вот то, что меня лично волнует, о том, что мужчин, женщин, детей закрыли в одном пространстве, дети, и вдруг оказалось, что, оказывается, мы не умеем разговаривать друг с другом, мы не умеем время проводить друг с другом долго. Вместе вот тоже вот ко мне обращались с советами, а как вы, что вы делаете? Потому что люди вдруг оказались лицом друг перед другом и не знают, что делать. ну, 24 часа наглядно, вместе, как это быть? Володенька, наглядно, так, если по-честному разобраться, мы увидели облик катастрофы человечества, перед которым мы стоим. Потому что люди, живущие в семье, вдруг поняли, что они друг друга, многие, да, или не многие, некоторые, что они в принципе друг друга вообще ненавидят. Они друг с другом даже существовать не могут. Вы Знаешь, понимаете? хочется сейчас чуть-чуть поделиться, что вот в марте, когда это все началось, наши духовные наставники, учителя, они уже тогда предвидели и сказали, что когда люди столкнутся с самоизоляцией, первое, что у них пойдет, это агрессия. Да, То есть безусловно. получается, что на самом деле вот эта пандемия, она очень много проявила, и одно из таких качеств, как ну, наши не квалификация наша как человека, потому что мы, оказывается, не можем с собой соприкоснуться. Нет у нас Ну, ни образования, ни пла- эрудиции, ни чувства вкуса, Я ни думаю, что empатии. планета, как живой организм, на котором мы живем, в теле которого мы живем, она нам сказала: ребят, вы не туда рулите все. Вот. Просто конкретно все не туда рулите. Вы не о том думаете, не о том заботитесь и не так живете. Вы меня погубите и себя. Это Вот Земля уже говорит. можно снять документальный фильм с точки зрения Земли. Конечно. Конечно. Но это надо быть уже очень хорошо подкованным в приемах, в инструментах и в журналистике, в авторском, как бы, да, это особая категория написания неких концепций для, как это сказать, познавательных, телевизионно-документально-познавательных фильмов. М. Понимаете, в которых такие, сейчас я вам еще кусок могу поставить, такие уже синтезы экранного всего искусства, как бы, да, и телевизионного, документального, киношного, все это синтезируется в нечто. Вот я вам сейчас, если можно, давайте я вам сейчас, Да, давай посмотрим. У нас у меня осталось 5 минут минут 5. буквально, я вам сейчас, Я помню, что тебя нужно отпустить. сейчас, Вот. Поэтому давай посмотрим.
И у меня есть маленький сюрприз для наших дорогих участников. Сейчас я найду, как опять это все. Мне надо засветить же. У тебя уже Ага. все включено, тебе надо только видео запустить и все. Так, Надеюсь, что оно будет со звуком. Не, ну, уже все работает, Ген, все да? работает, экран твой виден. Так, пожалуйста. Звука у нас, к сожалению, нет, но, может быть, ты будешь комментировать. Не, ну это невозможно. Нет, всё, какая-то ерунда. Так, это нельзя смотреть так, потому что, все тормозит, звука там это особый разговор работы с музыкой, потому Мгм. что там буквально на каждый отрывок, видео лежит, свой кусок музыки. Насколько это все, это очень трудно, это сложно, очень сложная работа, очень современная, телевизионная, это научно-популярный сериал. Вот. Но там надо видеть приемы. К сожалению, мы этого сейчас не можем увидеть. Ну ладно. Почему мы туда перепрыгнули? По современным, как бы, ну по современным концепциям, потому что в любом случае, знаете, не надо увлекаться слишком техническими вещами, допустим, в документалистике. Не надо. Нужно идти от сути героя, от трепета происходящего, от его как бы от своего сердца, от внимания, от желания сказать что-то очень ценное. Но для того, чтобы сказать что-то очень ценное, мы вернемся к формуле, которую я сегодня а, а, обозначил. Да? То есть это образованность, это прежде всего, вы спросите меня, хватало ли у меня все с этим, я почему и написал, потому как во многих вещах, уже повзрослев, я понял, что я не смог сделать того-то, того-то и того-то, потому что мне не хватало образования, эрудиции, углубленных знаний. Они должны быть при вас. Поэтому вы в кино придете, душа попросит, придете, но вы образовываетесь, вы цементируете себя как развитую современную личность, но в современную в лучшем смысле, которая стремится, главное хочу вам сказать, смотреть не то, копаться в прошлом, как сейчас очень модно, а, и в этом прошлом копаться, а смотреть нужно вперед. И вы, люди, которые вступаете на эту территорию, документалистики, например, да, и телевидения, в общем-то, вы должны делать концепции о том, каким ваша страна, ваша родина должна быть, а не такой, какая она была. О том, какая она была, уже сказано, пересказано 500 раз. Я хочу увидеть модель России, в которой нам, вам прежде всего, придется жить. В какой модели страны вы хотите, как она должна выглядеть. Вот это потрясающе интересно. У меня были поездки, всякие документальные фильмы или передачи там о Швеции, например, да, о шведской молодежи. Да у них это вообще, у них форумы, каждое лето проходят форумы, где собирается молодежь, и они говорят о будущем, о своем и своей страны. Уж казалось бы, что там в Швеции не хватает? Одна из самых развитых экономик в мире. Уровень жизни Япония и Швеция, не знаю, как сейчас, не так давно был самый лучший. Я заканчиваю, Володь. А, Но нужно смотреть вперед и придумывать, как ваша страна, как ваша родина должна жить дальше. Вот это интересно, Володенька. Молчу. Я чувствую, что ты Слушай, уже я не для того, чтобы перебить тебя, просто ты говоришь, а у меня мысли же параллельно идут, проекты рождаются. Мы когда-то придумывали и даже сделали первую встречу, она называлась, это такой некий лагерь «Лидер новой эпохи», где мы встречались с ребятами, это было под Ригой в Европе, и мы в течение там недели просто обсуждали, что такое лидерство, обсуждали динамику,
молодыми подростками, мы говорили о их взгляде на важные вещи, что сейчас происходит с экологией, что сейчас происходит в мире. Мы даже в политику шли, хоть мы и некомпетентны, но у нас есть мысли, у нас есть чувства, и мы их выражали, потом оформляли в некие ролики такие небольшие. Даже художественный фильм у нас проявился на одну из важных тем подросткового возраста, и потом запускали это в интернете. Вот, и ты сейчас это говоришь, и я чувствую для себя такое вдохновение, что, может быть, стоит это продолжать. Устами младенца мы говорим о политике. Это достаточно подлая и путанная история. Политика вообще всего мира. Вот, может, не очень подлая, но Мы путанная, это говорим точно. конкретно не политики, о той проблемы, которую обсуждает политика Да, своим я тебе хочу взглядом, сказать, а мы своим взглядом. конечно, конечно. А мы призваны, устами младенца глаголит истина. Мы как люди чистые, вы точнее, как еще начинающие, входящие в этот мир. Мы сказали, я не хочу так, я хочу видеть, чтобы было вот так, так и так. И тогда начинается вопрос, а как это сделать? А с кем я это буду делать? А кто меня окружает? А что у нас за мозги вообще у всех? И пошло и поехало. Дорогие мои, я должен сейчас просто пулей вылететь из дома, чтобы не опоздать. Володенька, простите меня, ребята, Лена, что мы я отпускаем тебя ужасно. ненадолго. Сейчас я расскажу о сюрпризе. Ты можешь уже отключиться, можешь бежать. Я буквально пару минут займу еще время наших дорогих Давайте, участников. дорогие, все, я буду очень рад, если отложится в голове то, что мы сегодня говорили. Спасибо тебе большое. Поможет. Ну, для меня Всё, лично ты спасибо сделал как Киносвету, очень много Володенька. подарков Пока, мне лично. давай. Спасибо тебе огромное, до встречи. Итак, дорогие друзья, вот Гена сейчас вынужден по своим обстоятельствам уехать, поэтому мы не можем продолжить с ним общение. Я думаю, что сегодня было много сказано, то, что важно уже переварить, пересмыслить. И как минимум у вас есть, сколько получается, 5 часов для того, чтобы побыть с этим материалом. Гена сегодня обещал в 4 часа по Москве войти к нам в чат Telegram для того, чтобы продолжить отвечать на ваши вопросы и делиться своими размышлениями. Поэтому вот такой маленький сюрприз. Гена с нами не простился, он будет сегодня в чате, поэтому, пожалуйста, готовьтесь встретить его и максимально используйте его опыт, спрашивайте все, что вас волнует на тему документального кино, на тему телепрограммы, на тему предназначения и становления в этой профессии. Спасибо вам большое, что вы были с нами с утра. Мы тоже не прощаемся, у нас буквально через несколько часов начнется показ и обсуждение победителей фестиваля в номинации «Художественный фильм» вместе с Натальей Морозовой и Ольгой Дунаевой. Вы продолжите смотреть наших победителей, принимать участие в обсуждении этих фильмов, поэтому тоже, пожалуйста, приготовьтесь в своем кресле, это займет какое-то время, 2-3 часа, возможно, уйдет на это, может быть, чуть быстрее, может быть, чуть дольше, но я уверен, что это будет очень интересно. А вечером у нас с вами состоится встреча с композиторами, замечательными композиторами. Это Марина Иланда и Сергеем Васильев. У нас был опыт сотрудничества с ними, они писали свои композиции для фильма «Тимур и команда». Мы не понаслышке знаем качество этих людей и тот свет, который они излучают через свое искусство, через музыку. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность, отложите все свои дела и примите участие в этой творческой встрече. Ну все, отпускаю вас, отдыхайте, набирайтесь сил. У нас еще сегодня много всего интересного.